Все в порядке. Добро пожаловать обратно в веб-программирование на Python и JavaScript. Итак, в прошлый раз мы рассмотрели два языка HTML и C, оба из которых можно использовать для дизайна веб-страниц. HTML мы использовали для описания структуры веб-страниц, чтобы решить, какой контент мы хотим видеть в макете страницы, а затем C мы использовали для описания стиля страницы. Какого цвета мы хотели, сколько места мы хотели бы разместить. Сегодня мы собираемся обратить наше внимание на инструмент, который мы можем использовать, когда начнем разрабатывать эти веб-приложения. И в частности, мы рассмотрим инструмент под названием JIT. А что такое JIT? Так, это инструмент контроля версий, не обязательно специфичный для веб-программ, но который мы собираемся использовать по мере того, как начнем разрабатывать более крупные и сложные веб-приложения в течение этого семестра. Так что же JIT позволит нам сделать? Ну, он собирается сделать пару вещей. Прежде всего, что такое JIT? Это инструмент командной строки, который позволит нам, во-первых, отслеживать изменения, которые мы вносим в код. Однажды, когда я впервые начинал разрабатывать веб-приложение, я помню, как работал над файлом, а затем, когда я хотел внести изменения. Я, возможно, захотел сохранить старую версию, поэтому я продублировал файл, а затем просто внес изменения в дубликат, на это быстро становится грязным. Особенно если у вас много разных версий вашего кода на разных стадиях, отслеживание их просто начинает превращаться в кошмар. Так что JIT позволит нам отслеживать изменения, которые мы вносим в наш код. Таким образом, мы могли бы изначально создать файл, сохранить его эту версию, но со временем, по мере внесения изменений, добавления в него, удаления из него чего-либо, мы можем сохранять, так сказать, моментальные снимки различных частей нашего кода в разные моменты времени, например. Мы можем быстро и легко ссылаться на все те изменения, которые мы внесли в этот код. Кроме того, JIT позволит нам легко синхронизировать код между разными людьми. В крупномасштабных веб-приложениях редко один человек работает над всем приложением. Обычно ты работаешь с коллегой или несколькими коллегами, все в одном приложении и все в одно и то же время. И одна определенно сложная часть этого процесса – выяснить, как синхронизировать свою работу между разными людьми. Если я внесу изменения в свою часть веб-приложения, я хочу убедиться, что мои коллеги также смогут увидеть эти изменения и получить доступ к последним изменениям, которые я внес. И еще я хочу иметь возможность получить доступ к последним изменениям, которые внесли люди, с которыми я работаю. Так что нам нужен какой-то способ синхронизировать все, и JIT позволит нам это сделать. У нас фактически будет одна версия кода, хранящаяся в хранилище, которое мы собираемся назвать хранилищем где-нибудь в интернете. И я, и кто-то, с кем я работаю, например, партнер. Возможно, мы оба сможем получить доступ к одному и тому же хранилищу, к одним и тем же файлам в одном и том же состоянии. И если когда-нибудь я и другой человек внесем изменения в эти файлы, каждый из нас может внести изменения в эти файлы, а затем синхронизировать их обратно, отправив их обратно на сервер, так сказать, чтобы на сервере была самая последняя, самая актуальная версия этого кода. Затем после того, как мы оба отправим наши изменения на сервер, мы оба сможем, так сказать, извлечь изменения из сервера, чтобы получить доступ к последней версии кода. Чтобы, несмотря ни на что, пока я работаю над тем же проектом, что и мой партнер, мы могли использовать JIT для синхронизации нашей работы. Чтобы у меня был доступ к самым последним изменениям моего коллеги и наоборот. JIT также позволяет нам делать ряд других вещей. Например, JIT позволяет нам тестировать изменения в нашем коде, не удаляя доступ к оригиналу. Например, ты можешь представить, что, работая над написанием программы, я, возможно, захочу попробовать внести некоторые изменения, но я не уверен, что они сработают. Я хочу протестировать эти изменения, но я не хочу терять доступ к моей первоначальной рабочей версии программы, на всякий случай, если что-то пойдет не так. Итак, что JIT позволяет нам делать, так это вносить изменения в код, так сказать, в отдельной ветке. Чтобы позже, когда мы будем довольны изменениями, мы могли объединить эти изменения обратно в исходную версию нашего кода. Возможность протестировать эти изменения до того, как мы действительно будем уверены, что это именно те изменения, которые мы хотим внести. И, наконец, одна мощная функция, к которой JIT предоставляет нам доступ. Это возможность вернуться к старым версиям нашего кода. Так что ты можешь представить себе ситуацию, когда я работаю над каким-то кодом, и я понимаю, что на самом деле то, что я делаю прямо сейчас, не то, что я хочу. JIT позволяет нам сказать: знаешь что? Это последнее изменение, совсем не то, чего я хотел. Вместо этого я хотел бы вернуться к предыдущей версии кода. А JIT позволяет очень легко вернуться к этим предыдущим версиям. Итак, цель на сегодня будет состоять в том, чтобы научиться использовать этот инструмент, изучить различные команды и команды JIT, которые будут довольно популярными и довольно распространенными, когда вы будете работать над веб-приложениями или действительно любой другой проект, связанный с кодом, потому что контроль версий действительно предоставляет ряд полезных функций, которые становятся практичными по мере того, как вы начинаете работать над все более крупными проектами. Но в конечном счете, когда мы начинаем работать над этими проектами JIT, они должны храниться где-то в интернете, чтобы мы могли загружать их откуда угодно. Чтобы
я и партнер могли работать вместе, в одних и тех же файлах и с одним и тем же кодом. И поэтому для того, чтобы это сделать, нам нужно где-то разместить наш код Git. И есть множество различных веб-сайтов, которые могут это сделать, но одним из самых популярных является веб-сайт, известный как GitHub. GitHub — это веб-сайт, на котором хранятся репозитории Git, где все хранилище. Вы можете думать о нем как о папке, в которой хранится целая куча кода и файлов, связанных с нашим кодом. Итак, мы собираемся разместить этот код онлайн на веб-сайте под названием GitHub, а затем на нашем компьютере мы сможем получить доступ к этим репозиториям GitHub и манипулировать этими репозиториями, изменяя файлы, которые находятся в них. Так что давай продолжим и взглянем на GitHub и посмотрим, как мы можем создать наш самый первый репозиторий GitHub. Если у тебя еще нет учетной записи на GitHub, ты можешь создать ее, перейдя по ссылке github.com, и регистрация учетной записи бесплатна. И теперь я перейду к github.com/new. github.com/new — это страница, на которую я захожу, если хочу создать новый репозиторий GitHub. Итак, давайте посмотрим, что мне нужно сделать, чтобы создать репозиторий. Первое, что мне нужно сделать, это дать моему репозиторию имя. Так что в данном случае я просто буду называть репозиторий «Привет». Ты можешь дать ему любое имя, какое захочешь, при условии, что это имя не будет конфликтовать с другими именами репозиториев, которые у тебя уже есть. GitHub при желании позволяет мне предоставить описание этого репозитория. Я просто скажу «веб-программирование на Python и JavaScript». А затем GitHub дает мне выбор. Хочу ли я, чтобы это было публичное хранилище, такое, чтобы любой мог видеть хранилище. Не каждый обязательно может вносить в него изменения, но оно общедоступно, если кто-то хочет скачать мой код и попробовать его. Общедоступность означает, что любой может получить к нему доступ. Или частный, что означает, что по умолчанию только я могу видеть это хранилище, но я могу выбрать, хочу ли я, чтобы другие люди тоже могли его видеть, и я могу выбрать, какие люди. А пока я сделаю это хранилище общедоступным, а затем спущусь сюда и нажму на зеленую кнопку «Создать хранилище», чтобы создать это новое хранилище. Поэтому я нажимаю кнопку «Создать хранилище». И вот оно. Это страница репозитория GitHub. И прямо сейчас вы заметите, что здесь много инструкций, но нет файлов. Потому что прямо сейчас, когда я впервые создал свой первый репозиторий Git, у меня был пустой репозиторий, в котором ничего не было. Так что я хотел бы сейчас сделать, это каким-то образом загрузить этот репозиторий на свой собственный компьютер. Чтобы я мог добавить, скажем, HTML-файл, содержащий некоторый HTML-код, который я хочу отслеживать с помощью Git. Так как же мне это сделать? Ну, для того, чтобы это сделать, мы собираемся взглянуть на самую первую команду Git, которая будет связана с Git, которая известна как git-clone. Git-clone — это команда, которую мы можем запустить для того, чтобы взять репозиторий из интернета и загрузить его на наш собственный компьютер. Так что тебе нужно будет установить Git на свой компьютер. Ты можешь установить его на любой компьютер Mac, ПК или Linux, и как только ты это сделаешь, то, что ты собираешься сделать, это на своем компьютере в терминале запустить его git-clone, за которым следует URL репозитория Git, который ты пытаешься загрузить. Ты можешь представить себе, что вот здесь твой компьютер, а вот здесь какой-нибудь сервер, на котором расположен репозиторий Git. GitHub, например, один из таких серверов, но есть и другие. А там наверху находится репозиторий, в котором потенциально есть файлы или, возможно, другие папки с другими файлами, содержащими содержимое репозитория, которое вы хотите загрузить. Так что если я запущу git-clone, за которым последует URL-адрес нужного мне репозитория, результатом этого будет то, что репозиторий и все его содержимое будут загружены на мой компьютер, так что я на своем компьютере. Теперь у тебя есть копия всего, что изначально было внутри этого репозитория Git. Так что теперь, когда мы знаем, как клонировать репозитории, давай действительно попробуем это сделать. Мы только что создали репозиторий с помощью GitHub. А теперь позвольте мне зайти в мой терминал и фактически попытаться клонировать этот репозиторий, чтобы у меня была его копия на моем компьютере, и я мог начать вносить в него некоторые изменения. Так что я сейчас зайду в свой терминал и зайду в каталог Lecture 1. И первое, что мне понадобится, это URL-адрес репозитория. Так что если я вернусь на GitHub, ты заметишь, что он дает мне ссылку для загрузки моего репозитория Git. Так что есть несколько различных способов, которые я могу использовать для клонирования моего репозитория, способов аутентификации. Один из них использует HTTPS, который в конечном итоге будет включать имя пользователя и пароль, которые мне придется ввести, чтобы доказать Git, что это мои учетные данные на GitHub. В качестве альтернативы, если ты знаком с это еще один метод аутентификации. Ты можешь предоставить GitHub свой открытый ключ для аутентификации, но не нужно беспокоиться об этом, если ты не так хорошо знаком с этой технологией. Ключ здесь в том, что этот URL-адрес является URL-адресом GitHub,
который соответствует моему репозиторию. Итак, я собираюсь скопировать этот URL-адрес, а затем внутри моего терминала я наберу JIT-клоун. А затем я просто вставлю URL-адрес, который я хотел бы клонировать, содержащий этот репозиторий. Я пойду дальше и нажму кнопку возврата. Там написано, что я клонирую в каталог под названием Hello, а затем написано: похоже, вы клонировали пустое хранилище. Это говорит о том, что это предупреждение, но это нормально, потому что я знаю, что клонировал пустое хранилище, потому что хранилище совершенно новое. И теперь я могу ввести команду ls в своем терминале. Команда ls в терминале расшифровывается как список, и фактически она собирается перечислить все файлы, которые в данный момент находятся внутри этого каталога. Все файлы и папки, которые находятся внутри. Из моего каталога Lecture 1, где каталог — это просто причудливое название папки. Так что я наберу ls, и я увижу, что все в порядке. Теперь у меня есть папка под названием Hello внутри моего каталога Lecture 1, который у меня раньше не было. Я пойду дальше и перейду в этот каталог Hello. Для того, чтобы перейти в каталог или папку, ты можешь воспользоваться командой cd. cd расшифровывается как «изменить каталог». И поэтому, если я наберу cd Hello, я сейчас перемещусь в каталог Hello. А если я наберу ls, ты увидишь, что прямо сейчас внутри этого каталога Hello ничего нет, потому что опять же этот репозиторий был пуст. Я клонировал его, и в нем ничего не было. Так что теперь я хотел бы действительно поместить что-нибудь в это хранилище. Хранилище полезно только в том случае, если я отслеживаю свой код и отслеживаю изменения, которые я вношу в этот код. Так что я пойду дальше и попытаюсь прямо сейчас добавить немного кода в хранилище. Первое, что я сделаю, это создам новый файл. И мы могли бы создать новый файл, просто открыв текстовый редактор, но на терминале на самом деле есть команда для создания нового файла, которая называется touch. Значит, в терминале я могу печатать на ощупь hello HTML, и что это будет делать? Это создать новый файл с именем hello HTML. И если я наберу ls, я увижу, что у меня действительно есть файл под названием hello HTML. Теперь внутри моего каталога hello позволь мне открыть этот каталог в hello HTML файл внутри текстового редактора. Опять же я использую versus код. И позвольте мне теперь добавить немного текста в hello HTML. Я просто добавлю простую HTML страницу, то же самое, что мы видели раньше, где я дам ей заголовок. Заголовок будет «Привет», а внутри тела страницы будет «Привет, мир». Та же самая HTML-страница, которую мы видели уже несколько раз, только что внутри этого репозитория. Конечно, я еще не делал никаких сохранений в этом репозитории. Я не говорил, что хочу сохранить эти изменения в репозитории. А репозиторий не отслеживает каждый отдельный символ, который я пишу. Мне нужно сказать JIT, что это состояние моих текущих файлов, которое я хотел бы отслеживать, то, что я хотел бы сохранить. И в мире JIT мы называем фиксацией точек сохранения. Когда я говорю, что я совершаю коммит, я имею в виду, что я хотел бы сохранить текущее состояние всех файлов, папок и других ресурсов, существующих внутри хранилища. И в основном сделать снимок их текущего положения, чтобы позже я мог вернуться к ним. Но для того, чтобы это сделать, на самом деле есть пара шагов. Так что первый шаг, которому мы должны следовать, это дополнительная команда. Итак, мы увидели, что JIT-клоун — это команда, которую мы могли бы использовать для того, чтобы клонировать репозиторий, взять репозиторий и загрузить его на наш собственный компьютер. Следующая команда, которую мы рассмотрим, это команда под названием JIT. И что JIT собирается сделать? Это позволит нам сообщить JIT, что я хотел бы добавить файл как один для отслеживания при следующем сохранении. В следующий раз, когда я сделаю коммит, чтобы сказать, что я хотел бы сделать снимок всех этих файлов, мальчик, сказал он, такие, чтобы я мог вернуться к ним позже. И для того, чтобы это сделать, мне нужно сказать JIT, какие файлы нужно отслеживать. Так что если, например, я работаю над этим файлом, и я хотел бы сообщить JIT, что я хотел бы отследить его, я могу выполнить команду типа JIT, за которой следует имя файла, например, foo, py или HTML или какой бы это ни был файл. А затем JIT отобразит сообщение о том, что прямо сейчас мы добавили foo, py. Теперь это файл, который будет сохранен при следующем коммите. Так почему же это два отдельных шага? Ну, одна из причин, по которой ты можешь себе представить, заключается в том, что если я работаю над множеством разных файлов, допустим, я работаю над 10 разными файлами, и есть только 3, которыми я доволен, 3, которые я хочу сохранить, я не хочу просто сказать «сохранить» и сохранить все в каком-то смысле. Возможно, я захочу сказать, знаешь что? Это единственные 3 файла, которые я действительно хочу сохранить прямо сейчас, а над остальными я все еще работаю. Так что это дает нам возможность разделить это. Позвольте мне прямо сказать, что я хочу отслеживать этот файл при следующем сохранении, при следующем совершении фиксации, а не все. Например, из файлов. Хотя есть ярлыки, которые мы можем использовать, если захотим добавить все файлы, и мы их тоже скоро увидим. Так что давай попробуем это сделать. Мы вернемся в наше хранилище, где я создал это hello HTML файл, и теперь я хотел бы сказать, что я хотел бы добавить hello HTML файл в мой репозиторий JIT. Итак, внутри моего терминала я сейчас скажу, опять же у меня есть hello HTML файл здесь,
я скажу git за которым следует hello HTML. И ты заметишь, что до сих пор, кажется, ничего не произошло, потому что до сих пор я еще ничего не спас. Я только что сказал, что хотел бы добавить hello HTML как файл, который в следующий раз, когда я скажу сохранить, в следующий раз, когда я зафиксирую свой репозиторий, он будет отслеживать изменения, которые я внес в hello HTML. Так как же мне на самом деле совершить коммит? Как мне на самом деле сказать, сохранить состояние этих файлов? Ну что же, это будет еще одна команда git, которая известна как git commit. Когда я говорю git commit, я собираюсь сообщить своему репозиторию git, что я хотел бы сохранить снимок текущего состояния репозитория, отслеживая любые изменения, внесенные в файлы, которые я добавил с помощью git. А мы запускаем его так. Запускаем git commit, за которым следует m, а затем в кавычках сообщение. И это сообщение известно как сообщение о фиксации, и это описание на английском или на каком бы то ни было вашем языке того, какие изменения вы внесли в эту последнюю фиксацию. Потому что со временем, работая над большим проектом, ты, вероятно, сделаешь много коммитов, поскольку внесешь много изменений в свою программу. Ты будешь совершать коммиты и совершать их снова и снова после каждого нового добавления в проект. Возможно, тебе захочется вернуться к предыдущему коммиту, но это полезно только в том случае, если ты можешь определить, в каком коммите ты внес то или иное изменение, например. Поэтому, предоставив какое-нибудь сообщение на английском языке, просто заметку для себя, чтобы позже ты мог вернуться ко всем своим сообщениям о фиксации и знать, что все в порядке. В данный момент времени в этом фиксации. Это то изменение, которое я внес, которое может просто облегчить отслеживание всех изменений, которые вы внесли в конкретный репозиторий git. Поэтому, когда вы вводите git commit, за которым следует m, вы можете включить сообщение, например, что-то вроде «я добавил новую строку». И когда вы это сделаете, git сохранит новый снимок версии вашего кода прямо сейчас, отслеживая старую версию или старые версии, которые существовали там внутри репозитория. Так что давай попробуем на самом деле совершить коммит прямо сейчас и посмотрим, как это на самом деле сработает. Итак, мы уже добавили файл, запустив git, чтобы сказать добавить файл. Hello HTML файл как один для отслеживания. Но теперь, когда мы довольны им, и мы можем внести дополнительные изменения в файл, если захотим, я могу вернуться в терминал и теперь сказать git commit, а затем m, а затем я могу указать сообщение о фиксации. Какое-нибудь английское описание того, что я сделал в этом последнем коммите. И что я сделал, так это добавил hello HTML файл. Так что я просто скажу, что я добавил hello HTML файл. Это было изменение, которое я внес в этот последний коммит. Я пойду дальше и нажму кнопку возврата. И вот о чем это мне говорит. Это говорит мне о том, что один файл был изменен 9 вставками. Так что git отслеживает изменения с точки зрения того, сколько строк было добавлено или вставлено, и сколько строк было удалено или удалено. И в этом случае это говорит мне о том, что в один файл было 9 вставок, потому что раньше файл не существовал, а теперь файл, содержащий 9 строк, существует. И теперь я спас hello HTML в этот репозиторий git. Так что теперь ты можешь представить, что если я вернусь в свой репозиторий git на веб-сайте GitHub и обновлю его, возможно, я увижу, что hello HTML файл, но я обновил, и ничего не произошло, ничего не изменилось. Я не вижу своего hello HTML файл. И это потому, что здесь мне не хватает одного заключительного шага, прежде чем мои изменения будут отражены в интернете. Вспомни, что когда я выполнил шаг клонирования git, чтобы клонировать репозиторий с GitHub, у GitHub была версия репозитория. И я запустил git clone, чтобы загрузить копию этого репозитория на мой собственный компьютер, и когда я запустил git, чтобы добавить hello HTML файл, или я запустил git commit, чтобы сказать, что я хотел бы сохранить эти изменения, я всегда вносил эти изменения только в свою локальную версию репозитория. Я никогда не влиял ни на что, что уже было на GitHub. Изменения, которые я вносил, происходили только на моем собственном компьютере. Если я хочу перенести эти изменения на GitHub, то мне понадобится несколько дополнительных команд. И на самом деле мы можем увидеть, что в данный момент происходит внутри моего репозитория, используя команду, называемую git-status. И что сделает git-status? Так это сообщит нам, что в данный момент происходит внутри моего репозитория. Так что, например, если бы я в этом текущем состоянии выполнил команду git-status, то git сообщит мне и скажет, что в настоящее время я нахожусь на главном ветке. Подробнее о ветвях позже, но тогда он говорит, что моя ветка опережает мастера происхождения на один коммит. Так что это многословный способ сказать, что моя локальная версия репозитория на моем компьютере опережает исходную версию репозитория. Версия репозитория, которая появилась на GitHub на один коммит,
у меня есть один коммит, которого нет на исходном GitHub. И это услужливо подсказывает мне, что я могу использовать команду get-push для публикации ваших локальных коммитов. Получи команду push, которую я могу использовать, чтобы сказать, я хотел бы внести свои изменения и фактически отправить их на сервер, отправить на GitHub, чтобы они там отразились. Итак, после того, как мы проверили наш текущий статус с помощью git-status, мы можем использовать команду git-push, чтобы сказать, что теперь какие бы изменения я не внес. Когда я запускаю git-push, эти изменения передаются на GitHub. Поэтому у GitHub есть доступ ко всем коммит, которые у меня есть сейчас, мальчик, я сделал это. Так что давай попробуем эти две команды прямо сейчас, git-status, чтобы посмотреть, что в данный момент происходит внутри моего репозитория, а затем git-push, чтобы сказать, что я хотел бы теперь перенести эти изменения на GitHub, чтобы онлайн-версия репозитория имела то же содержимое, что и мальчик. У меня есть локальная версия на моем собственном компьютере. Все в порядке. Теперь в моем терминале я могу запустить git-status, и я вижу, что нахожусь на мастере ветки, как и раньше. И это немного другое сообщение, потому что в настоящее время в репозитории ничего нет, но ключ здесь в том, что теперь я могу запустить команду git-push, чтобы, скажем, взять все изменения, которые я внес в свой репозиторий, и перенести их на GitHub. Итак, я наберу git-push, и что произойдет так, это то, что он сожмет всю информацию и отправит ее на GitHub по этому URL-адресу. А теперь, если я вернусь на сайт GitHub, github.com/repository и обновите страницу, я увижу, что на самом деле теперь я вижу что-то другое. Вот так на самом деле выглядит пользовательский интерфейс GitHub. Это дает мне несколько кусочков информации. Это говорит мне, например, о том, что в настоящее время в репозитории сделан один коммит, тот, который я только что сделал, который находится в одной ветке. Поэтому, если я создал только одну ветку по умолчанию, но мы увидим, как создать больше ветвей позже. И в частности, внизу вы увидите файлы, которые в настоящее время существуют внутри этого хранилища, что прямо сейчас у меня есть это hello. HTML файл, который является тем, который я толкнул. И в частности, рядом с ним находится сообщение о фиксации, сообщение с последнего раза, когда я касался этого файла, в котором в частности говорится, что я добавил hello. HTML файл в последней фиксации, которая повлияла hello. HTML. А если бы я сейчас не нажимал на hello HTML, чтобы на самом деле увидеть, что там внутри, я бы увидел то же содержимое, что и раньше написанное в файле. Я вижу. Введите HTML-код, а затем привет, мир. Страница, которую мы уже видели пару раз. Итак, я внес изменения на своем собственном компьютере, и теперь я отправил их на GitHub, так что теперь они находятся внутри этого репозитория. Теперь это общедоступно, так что любой другой, если он захочет сотрудничать в этом проекте, может взять этот URL-адрес, клонировать его на свой собственный компьютер и вносить свои собственные изменения локально. Теперь мы можем изучить, как мы могли бы внести дополнительные изменения и в эту веб-страницу. Так что если, например, я захочу добавить заголовок на эту веб-страницу, я мог бы в верхней части текста сказать что-то вроде тега h1 «Добро пожаловать на мой веб-сайт». А теперь, если я просто для пущей убедительности открою hello HTML, чтобы посмотреть, как это выглядит, вот как теперь выглядит моя веб-страница. А теперь я внес изменения в свой hello HTML файл, изменения, которые еще не были сохранены, и я могу сказать это, если я запущу git-status. Git-status — это ваш способ сообщить вам, что в данный момент происходит внутри вашего репозитория. Итак, здесь мы видим изменения, не подготовленные к фиксации, что является причудливым способом сказать, что файлы были изменены. Но я не сказал, что хотел бы отслеживать их в следующем фиксации. Это говорит мне о том, что я изменил hello HTML, но это не то, что JIT в настоящее время собирается отслеживать в следующий раз, когда я сделаю сохранение. Так что если я хочу спасти hello HTML, когда я совершу коммит в следующий раз, мне сначала нужно будет запустить git at hello HTML, и тогда я мог бы запустить git commit. Но на самом деле здесь есть небольшая стенография. Если ты хочешь добавить все файлы, которые были изменены, и зафиксировать их одновременно, то сокращенно это git commit m. Помни, прежде чем мы просто использовали m, чтобы сказать «укажите сообщение». M означает, что git зафиксирует все измененные файлы, a для всех, а также предоставит сообщение. Таким образом, вы можете объединить шаг добавления JIT и шаг фиксации JIT в один шаг, сказав: я хотел бы зафиксировать все файлы, которые я изменил, а затем я отправлю сообщение. Что именно я изменил? Я добавил заголовок. Я пойду дальше и нажму кнопку возврата. Он отслеживает тот факт, что теперь я изменил один файл одной вставкой. Все, что я сделал, это добавил одну новую строку в этот файл. И теперь, если я запущу git-status, он скажет мне, что я нахожусь на мастере ветки, и я опережаю мастера происхождения. Мастер происхождения является версией на GitHub. На один коммит, что у меня есть, это добавить заголовок. Зафиксируй, но прямо сейчас на GitHub. Если я обновлю эту страницу, она по-прежнему будет показывать старую версию этой страницы. Чтобы внести изменения, которые я внес на своем компьютере, и убедиться, что они обновлены на GitHub, я могу просто запустить git push, чтобы сказать: перенесите эти изменения на GitHub,
и как только это будет сделано, теперь я могу обновить страницу на GitHub. И теперь я увижу, что GitHub теперь у меня тоже есть последняя версия моей программы. Теперь у него есть этот H1. На нем написано: «Добро пожаловать на мой сайт». Так вот, это и есть Git Push Now. Возможность для меня сказать, что я хотел бы внести изменения в свой репозиторий и перенести их на какой-нибудь удаленный сервер, например, на удаленный сервер на GitHub. Но мы можем пойти и противоположным путем. Ты можешь себе представить, что, возможно, версия, которая есть на GitHub, более свежая, чем версия, которая есть у меня на компьютере. И в этом случае я хотел бы загрузить последнюю версию репозитория, который в настоящее время существует на GitHub. И для того, чтобы это сделать, мы можем использовать команду под названием gitpull. Как это работает? Ну, когда я запускаю gitpull, произойдет нечто противоположное тому, что сделал gitpush. В то время как gitpush взял мои изменения на моем компьютере и перенес их на GitHub, gitpull, мы скажем: возьмите изменения, которые в настоящее время существуют на GitHub, и продолжайте и удалите самые последние изменения. Чтобы я и моя локальная версия репозитория имели доступ к последней версии всего кода, который в данный момент находится на GitHub. И мы можем продемонстрировать это, например, если я вернусь и взгляну на сам веб-сайт GitHub. Потому что на GitHub у меня действительно есть возможность редактировать файлы, используя интерфейс GitHub. Итак, я собираюсь смоделировать кого-то другого, работающего над этим проектом, например. Может быть, кто-то еще добавил второй заголовок, поэтому они добавляют H2 с надписью «Просто привет», например. А затем они могут предоставить сообщение о фиксации. Это своего рода графический эквивалент M, а затем сообщение, которое мы предоставили ранее. Они могут сказать «добавил H2», а затем зафиксировать. Так что это еще один способ отредактировать репозиторий Git, буквально отредактировать его внутри интерфейса GitHub. Таким образом, GitHub позволяет вам просто отредактировать файл, а затем добавить или изменить любую из строк там. Так что теперь версия на GitHub на самом деле отличается от версии, которая у нас есть на нашем компьютере, что если мы посмотрим на Hello HTML, здесь я вижу только H1, и я не вижу H2, который. Он был только что добавлен, потому что это более поздний коммит, к которому у меня еще нет доступа. Но если я хочу загрузить этот коммит, то то, что я могу сказать, находится внутри моего терминала. Я могу сказать gitpull, чтобы загрузить его, и все в порядке. Он обновил один файл. В него внесены некоторые изменения. И теперь, если я вернусь к файлу, ты заметишь, что автоматически у меня теперь последняя версия файла. Теперь у меня есть этот H2 с надписью «Привет», потому что я вытащил последнюю версию файла с GitHub. Таким образом, с помощью комбинации getPush и getPull я могу вносить изменения в свой код, чтобы перенести их на GitHub, а также получить доступ к последней версии кода, которая уже есть на GitHub. Но когда мы это делаем, ты можешь себе представить, что мы можем столкнуться с какой-то проблемой. В частности, мы могли бы столкнуться с проблемой, если бы я вносил изменения в свой код, а кто-то другой, работающий над моим же проектом, также вносил изменения в код. Что произойдет, если мы оба внесем изменения в одну и ту же часть кода, а затем попытаемся синхронизировать нашу совместную работу? Что произойдет? Ну, мы столкнемся с каким-то конфликтом, потому что я внес изменения в ту же строку, в которую вносил изменения мой коллега. И этот тип конфликта называется конфликтом слияния, который при попытке. Чтобы объединить мои изменения с изменениями, внесенными кем-то другим, мы сталкиваемся с ситуацией, когда внезапно Git не знает, что делать. Это два разных набора изменений, и нам нужно выяснить, как их разрешить и что делать, когда мы сталкиваемся с такого рода конфликтами. Итак, вот что произойдет. Если мы когда-нибудь столкнемся с такого рода конфликтом слияния, то, как правило, это произойдет, если я попытаюсь внести или объединить какие-то изменения из других источников. Предположим, я запускаю gitpull, но есть какая-то конфликтующая фиксация, что-то, что находится в сети и конфликтует с моей текущей версией репозитория. Я получу примерно такое сообщение. Какой-то конфликт, в котором говорится, что не удалось объединить конфликты в каком-то файле. Тебе нужно исправить конфликты, а затем зафиксировать результаты. Так как же могут выглядеть эти конфликты? Ну, в общем, файл будет выглядеть примерно так. Git автоматически добавит некоторые метаданные в файл, чтобы описать то, что он не может понять, и это много загадочной информации, но мы можем разделить ее на пару ключевых частей. Все, что находится между этими стрелками вверху и знаками равенства здесь, это ваши изменения. Изменения, которые я внес в свою версию репозитория, которые каким-то образом противоречат некоторым другим изменениям. Все, что находится между этими знаками равенства и этими стрелками здесь внизу, это удаленные изменения, изменения с GitHub, которые я пытаюсь внести и которые каким-то образом противоречат тому, над чем я сейчас работаю. А затем эта последовательность цифр и символов здесь является хэшем конфликтующей фиксации. Так что каждый комментарий получает хэш,
просто некоторую последовательность цифр и символов, которая, скорее всего, будет уникальной, что поможет идентифицировать любой конкретный коммит, и JIT автоматически генерирует хэш каждый раз, когда вы оставляете комментарий. И мы сейчас увидим, как вы можете просмотреть все эти возможные коммиты. Но и здесь, опять же, это просто услужливо подсказывает нам, что это коммит, который вызывает конфликт, просто для нашей же справки. Чтобы решить этот конфликт слияния, мы поступаем так. Сначала нам нужно удалить все эти маркеры конфликта слияния, существующие в текстовом файле, и решить, что мы хотим в качестве разрешения конфликта. Так что, может быть, я хочу сохранить свою версию изменений. Может быть, я хочу сохранить удаленную версию изменений, например, изменения, которые уже были на GitHub. Или, может быть, я хочу объединить их каким-то разумным способом. Это решение должен принимать я, программист. Я должен посмотреть на свою версию и конфликтующую версию и решить, как я хочу разрешить этот конфликт. Я удалю любые пустые строки, а затем внесу изменения, чтобы сказать: вот как я хочу, чтобы выглядела объединенная версия этой программы. Так что давайте теперь рассмотрим пример конфликта слияния в действии, чтобы увидеть, как он может возникнуть, и как я удалю любые пустые строки. А затем внесу изменения, чтобы сказать: вот как я хочу, чтобы выглядела объединенная версия этой программы. Итак, я сейчас на своем компьютере внесу изменения на эту страницу. Я скажу: добавь второе восклицание. Одного восклицательного знака было недостаточно. Я добавлю второй восклицательный знак этому h1, и я продолжу вносить эти изменения. Я скажу git commit m добавить восклицательный знак, и я продолжу вносить эти изменения. Я сохранил эту новую версию программы, но я пока не собираюсь продвигать код. Вместо этого я собираюсь имитировать кого-то другого, работающего над тем же файлом. Может быть, кто-то еще на GitHub решил, знаешь что? Для этого h1 мы бы действительно хотели добавить к нему какой-нибудь стиль с помощью встроенного стиля, сказав: давайте придадим ему синий цвет, например. Значит, они добавили немного C. Мы пойдем дальше и напишем сообщение о фиксации. Что они сделали? Они добавили немного стиля. И мы зафиксируем эти изменения. И теперь мы создали то, что будет конфликтом слияния, что кто-то другой на GitHub внес изменения в эту строку, изменив цвет на синий этого конкретного тега h1, например. И я тем временем также внес изменения в ту же строку, добавив восклицательный знак. А JIT полностью работает с точки зрения добавления строк и удаления строк. Учитывая, что мы оба внесли изменения в одну и ту же строку, JIT будет очень трудно понять, что делать в этом сценарии. Итак, здесь в моем терминале я продолжу и запущу JIT Pool, потому что я хочу внести эти последние изменения, и когда я это сделаю, я увижу, что хорошо. Я получу это сообщение. Произошел конфликт слияния в Hello HTML. Автоматическое слияние не удалось, потому что обычно JIT мы стараемся автоматически объединять файлы, если я могу, но иногда это не удается. Так что теперь мне нужно исправить конфликты, а затем зафиксировать результаты. Так что давай пойдем дальше и посмотрим, что внутри Hello HTML, и то, что вы заметите, это целая куча этих маркеров. И мой текстовый редактор просто выделяет их для меня, чтобы я мог видеть их немного более четко, но это просто выделение. Мальчик, сказал он, с помощью текстового редактора. На самом деле это не часть самого текста. Но ты заметишь все эти стрелки, а затем все эти равные стороны, а между ними вот моя версия этой строки кода, строка кода с дополнительным восклицательным знаком в конце. Внизу вот удаленная конфликтующая версия того же кода, версия, которая была изменена на GitHub, которую я сейчас пытаюсь вставить. Это версия, в которой говорится, что мы хотим, чтобы цвет стиля был синим внутри встроенного стиля для этого конкретного элемента h1. И теперь мне нужно каким-то образом выяснить, как объединить эти два элемента вместе. Как я хочу разрешить этот конфликт? Ну, в данном конкретном случае я мог бы разрешить этот конфликт, просто взяв лучшее из обоих миров. Если человек на GitHub хотел добавить атрибут стиля к этому элементу h1, а я хотел дополнительный восклицательный знак, я могу сделать и то, и другое. Я могу пойти дальше и просто добавить дополнительный восклицательный знак, а затем избавиться от своей версии, а затем также избавиться от этих маркеров фиксации. Так что давай убери их. Я в основном изменяю файл до тех пор, пока он меня не удовлетворит, пока я не подумаю, что все в порядке. Это тот способ, которым я хотел разрешить конфликт. Один человек добавил цвет. Один человек затем добавил знаки препинания. Способ решить эту проблему в данном случае – просто использовать их оба. Но вот тут-то и пригодится человеческая интуиция. Программисту-человеку не нужно смотреть на этот файл и выяснять, как именно мы хотим разрешить этот конфликт. Как мы хотим выяснить, как взять эти различные изменения и объединить их все вместе. Но как только мы будем удовлетворены этим, мы сможем пойти дальше и зафиксировать результаты. Я могу сказать git commit m исправь конфликт слияния, и все в порядке, мы исправили конфликт слияния. И теперь, если я отправлю эти результаты обратно на GitHub, когда это будет сделано, и я обновлю страницу,
Теперь я увижу обновленную строку кода на GitHub с H1, которая имеет как встроенный стиль, так и дополнительные знаки препинания. Потому что я разрешил конфликт слияния, а затем отправил эту информацию обратно на GitHub. Есть еще пара команд JIT, о которых просто полезно знать. Я имею в виду их много, но прямо сейчас мы поговорим о паре, первая из которых JIT-Lag. Журнал JIT полезен, если вам когда-нибудь понадобится отслеживать все изменения, которые вы внесли в свой код. Вы хотите отслеживать все коммиты, которые были сделаны в этом конкретном репозитории. Все, что тебе нужно сделать, это запустить команду JIT-Lag, и JIT выплюнет кучу сообщений, которые выглядят примерно так, описывая каждый из твоих комментариев для каждого коммита. Он сообщит тебе, что такое хэш фиксации, чтобы тебе было легче ссылаться на него. Он сообщит тебе, кто совершил фиксацию, он сообщит тебе дату, когда была совершена эта фиксация, а также сообщит тебе сообщение о фиксации. Так что если тебе нужно очень быстро оглянуться назад и посмотреть, в какой день была добавлена эта функция или кто добавил эту часть на веб-страницу, ты можешь просто просмотреть журнал JIT, найти соответствующий коммит, и тогда ты узнаешь, какой это был коммит. Также полезно, если ты понимаешь, что внес изменение, которого не хотел, и хочешь вернуться к предыдущему коммиту. Тогда в этом случае вы можете использовать команду, называемую JIT Reset, у которой есть несколько различных возможных способов ее использования. Но JIT Reset фактически примет текущее состояние репозитория и вернет его обратно в более старое состояние репозитория, например. Итак, есть пара способов, которыми ты можешь его использовать. Вот так. Ты можешь сделать JIT Reset жесткий, то есть жесткий сброс, сбросить все обратно, а затем подключить хэш фиксации. Так что JIT-Lag, как ты, возможно, помнишь, давал тебе хэши фиксации для каждого из различных коммитов. Если я захочу вернуться к одному конкретному коммиту, я могу сказать JIT Reset Hard, а затем хэш коммита, к которому я хочу вернуться, и я вернусь к этому коммиту. В качестве альтернативы я мог бы сказать что-то вроде JIT Reset Hard Origin Master. И напомнить, что Origin Master — это версия моего репозитория, которая в настоящее время находится на GitHub. Так что если я хочу взять свою текущую версию репозитория и сбросить ее обратно на то, что есть на GitHub, я могу использовать для этого такую команду. Итак, ты запускаешь JIT Reset, за которым следует хэш фиксации, и это вернет текущее состояние твоего репозитория обратно в то состояние, в котором оно было ранее. И есть ряд других команд JIT, которые могут быть весьма полезны, когда вы начинаете работать со все более крупными проектами, но это одни из самых полезных. А некоторые другие, которые вы будете использовать чаще всего, просто добавляют файлы, которые вы хотите отслеживать. JIT зафиксирует, чтобы сказать: я хотел бы сохранить текущее состояние всех этих файлов. Нажимайте и тяните, чтобы иметь возможность загружать изменения, которые были внесено в ваш репозиторий. А затем несколько полезных команд, таких как сброс, журнал и статус, просто чтобы предоставить вам информацию о вашем репозитории и вернуть вас в более старое состояние репозитория, если вам это нужно. Но по мере того, как мы начинаем работать над все большим количеством проектов, особенно по мере того, как мы начинаем работать над более сложными проектами, ты можешь обнаружить, что простое отслеживание одного изменения за другим далеко не так эффективно, как тебе хотелось бы. И таким образом мы можем исследовать, что может произойти в гипотетической ситуации, когда вы начинаете вносить какие-то изменения, например, в репозиторий JIT. Давай представим, что ты совершаешь свой первый коммит, вносишь некоторые изменения, вносишь некоторые дополнительные изменения. И, возможно, ты понимаешь, что хочешь начать работать над новой функцией этого веб-приложения, над которым ты работал. Итак, ты начинаешь работать над новой функцией, затем продолжаешь работать над этой новой функцией. Но потом ты внезапно знаешь, что в исходном коде была ошибка, которую я исправил здесь, и ты хочешь вернуться и исправить эту ошибку. Но сейчас мы вроде как в сложном положении, мы хотим исправить ошибку, но мы находимся в середине работы над новой функцией. Так что же нам делать? Мы могли бы вернуться к этому и попытаться исправить ошибку, но что тогда будет с новой функцией? Проблема в том, что эта структура, просто изменение за изменением, очень линейна. Она идет только одно за другим. И часто, когда ты работаешь над проектом, она не будет работать очень линейно. Ты не всегда работаешь над чем-то одним, что сразу следует за тем, что предшествует ему. Возможно, ты исправляешь несколько ошибок, работая над несколькими новыми функциями. И тебе нужен какой-то способ работать над всеми этими вещами одновременно и легко переключаться между ними. Вот тут-то и пригодится ветвление. Ветви — это способ JIT работать с разными частями репозитория одновременно. И поэтому вы можете представить себе ситуацию, разворачивающуюся примерно в этом направлении. Ты совершаешь свой первый коммит, ты начинаешь вносить изменения, ты вносишь больше изменений. И когда ты решаешь, что хотел бы начать работать, например, над новой функцией, вместо того, чтобы вносить изменения в одну, один за другим на этой же ветке, так сказать, я могу создать новую ветку. Я могу разветвиться и сказать: знаешь что, давай создадим новую ветку и начнем работать над нашей новой функцией там, а затем продолжим работать над этой новой функцией там. И если позже я пойму, что знаете, что в этом коммите была ошибка,
тогда я могу вернуться к этому коммиту и создать новую ветку, где я продолжу и исправлю эту ошибку. А теперь у меня есть две разные ветки, в каждой из которых может быть разный код, в одной из которых я исправлял ошибку, в другой, например, работал над новой функцией. Как правило, у каждой из этих ветвей будет свое название. Так что главная ветвь — это ваша ветвь по умолчанию, которая, как правило, будет содержать актуальную стабильную версию вашего кода. И поскольку ты работаешь над новыми вещами, новыми дополнительными функциями, у тебя может быть какая-то ветвь функций, где ты работаешь, например, над какой-то другой функцией. И в любой момент времени, однако, ваше внимание сосредоточено только на одной из этих двух ветвей, и где вы сосредоточены, каково текущее состояние вашего хранилища. Обозначается тем, что мы называем головой. Так что если head указывает на мастер, это означает, что ваш репозиторий прямо сейчас работает над этой веткой, где вы исправили ошибку. Но ты можешь сменить head. Ты можешь переключить, на какую ветвь ты хочешь посмотреть, и ты можешь проверить ветвь функции и сказать: давай посмотрим на эту ветвь и начнем работать над ней. И ты можешь начать работать над этими разными ветвями, переключаясь с того места, где находится твоя голова, переключаясь с одной ветви на другую, а затем обратно. И только когда ты будешь удовлетворен тем, что знаешь, что эта ошибка исправлена, и эта функция находится в удовлетворительном состоянии, тогда после всего этого мы сможем объединить эти изменения обратно вместе, чтобы все вернулось в эту единую главную ветвь, в которой теперь есть весь новейший код. И в этом реальная сила ветки JIT — это способность сказать, что я хотел бы работать над несколькими вещами одновременно и работать над функцией, не нарушая основную версию кода. Итак, давай теперь рассмотрим пример того, как мы могли бы это сделать. Так что здесь в моем hello HTML файл я добавил немного стиля к этому h1. Я добавил синий цвет. И давай предположим, что я хотел бы внести некоторые изменения. Я хотел бы переместить стиль за пределы встроенного стиля, и вместо этого я хотел бы переместить его в раздел заголовка веб-страницы. Потому что ранее мы решили, что это немного лучший дизайн для такой веб-страницы. Я мог бы внести эти изменения немедленно, но вместо этого, если я ожидаю, что буду работать над несколькими изменениями, я мог бы перейти в другую ветвь и перейти к чему-то другому, чтобы работать над этими новыми изменениями. Итак, вот некоторые из ключевых команд, которые нужно знать об этом. Если я наберу JIT branch, это сообщит мне, в какой ветке я сейчас нахожусь и какие ветви существуют в моем репозитории. Вот, например, я набираю ветвь JIT и вижу, что у меня есть только одна ветвь, называемая мастер, и звездочка слева говорит мне, что это ветвь, в которой я сейчас нахожусь. Единственная ветвь, которая там есть. Если я хочу проверить новую ветку, я могу ввести JIT checkout, а если это новая ветка, я веду JIT checkout B, а затем название новой ветки. И я назову новую ветку стилем, потому что я собираюсь внести некоторые изменения в стиль веб-страницы, например. Поэтому я набрал стиль JIT checkout B, и JIT выдал мне сообщение. Я перешел на новую ветку, которая называется Style. И теперь, если я снова наберу ветку JIT, ты увидишь, что теперь у меня две ветки. У меня есть главная ветвь, которая является ветвью, в которой я изначально был, и теперь у меня есть ветвь стиля, которая является этой новой ветвью, в которой я сейчас нахожусь, как указано звездой слева. Так что теперь, когда я нахожусь в этой новой ветке, я могу смело вносить любые изменения, которые захочу. И ничто из того, что я сделаю, не испортит то, что находится в главной ветке, пока я остаюсь в этой ветке. Чтобы я мог сказать: хорошо, давай поэкспериментируем с удалением стиля и добавим сверху тег стиля, где я могу сказать, что хотел бы, чтобы мой h1 был синего цвета, например. Итак, я внес целую кучу изменений, и я хотел бы сейчас зафиксировать эти изменения. Я скажу JIT commit переместить свойства стиля. Это то изменение, которое я внес. Но я внес эти изменения только в ветку стилей. Опять же, если я запущу ветку JIT, вы увидите, что в данный момент я нахожусь в ветке стилей, где я переместил информацию о стиле сюда, в верхнюю часть своей страницы. Но я могу переключать ветки с помощью JIT checkout. JIT checkout позволяет мне переключаться между ветвями. Мы использовали JIT checkout B для создания новой ветви, но если вы переключаетесь на уже существующую ветвь, я могу просто сказать JIT checkout master, например, чтобы переключить мою текущую ветвь из ветви стилей в основную ветвь. Итак, я запускаю JIT checkout master. Теперь я на главной ветке. И теперь ты увидишь, что если я вернусь к файлу, то теперь я вернусь к встроенному стилю без стиля здесь, в заголовке страницы. Если я снова проверю ветвь стилей, то файл сразу же вернется назад. Теперь у меня есть код стиля здесь, в разделе «Стиль страницы», а не встроенный. Так что эти изменения были внесены только в одну часть страницы.
Так что теперь я снова проверю мастер. И возможно я захочу внести еще какие-то изменения в свою ветку мастер. Может быть я понял, что хочу убрать эту лишнюю пунктуацию. Знаешь что? Два восклицательных знака слишком много. Мы уберем их. Теперь у нас есть только один. А теперь мы внесем эти изменения. Я скажу git commit и уберем знаки препинания. А теперь я удалил знаки препинания только из главной ветви. Так что в этой главной ветви теперь есть только один восклицательный знак, но у нее все еще есть встроенный стиль. Так что теперь я хотел бы объединить те изменения, которые я внес из другой ветви. Я бы хотел взять то, над чем я работал в ветке стилей, и объединить это с текущей версией репозитория в моей главной ветке. И для этого команда, которую мы будем использовать, называется git merge. Так что git merge. Обратите внимание, что в настоящее время я нахожусь в главной ветке, но если я запущу git merge, а затем style, это приведет к тому, что все, что находится в ветке стилей, попытается объединить в мою текущую ветку. И что мы обнаружим, так это то, что нам удалось пройти большую часть пути, но возник конфликт слияния. Теперь это не будет происходить постоянно, когда вы сливаетесь. Иногда JIT будет достаточно умен, чтобы знать, что если одно изменение было внесено в одну часть файла, и одно изменение было внесено в другую часть файла. Когда вы объедините эти изменения вместе, JIT автоматически разрешит эти конфликты слияния. Но в данном случае это было не так, потому что и моя ветвь стилей, и моя основная ветвь внесли изменения в одну и ту же строку кода, и мы увидим, почему, если я вернусь сюда. Ты заметишь, что в объединенной версии мы действительно видим этот тег стиля в верхней части страницы. Никаких проблем, никакого конфликта там нет, потому что это были просто строки, которые были добавлены на эту страницу, так что никакого конфликта не было. Конфликт возникает здесь, и именно здесь в моей версии в основной ветке я удалил этот знак препинания. Тогда как в версии ветки стилей, которую мы можем видеть здесь по слову «стиль», мы удалили встроенный стиль. Так что нам нужно как-то решить эти проблемы. И что я в конечном счете сделаю, так это просто избавлюсь от этих маркеров стиля или маркеров конфликта и скажу, знаешь что, я бы хотел, чтобы в обновленной версии не было ни того, ни другого, не было встроенного стиля и не было дополнительной пунктуации. Итак, теперь я внес эти изменения, я разрешил конфликт слияния, и теперь я могу зафиксировать. Я исправил конфликты слияния. И теперь это общий рабочий процесс того, как в конечном счете работает ветвление в JIT. Когда ты работаешь над чем-то новым, ты можешь разветвиться, чтобы сказать, что хотел бы поработать над другой частью этого веб-приложения. Ты будешь вносить изменения, совершать коммиты, добавлять изменения в эту новую ветку, и когда ты будешь удовлетворен этими изменениями, когда они будут в том состоянии, в котором ты хочешь их видеть, ты можешь сказать объединить их обратно в исходную версию репозитория. Иногда тебе придется иметь дело с конфликтами слияния, хотя, конечно, не всегда. И если ты будешь осторожен в том, где вносишь изменения, и постараешься не вносить изменения в одну и ту же строку кода в двух разных местах, ты сможешь снизить вероятность фактического получения. Конфликт слияния, потому что JIT в конечном счете довольно умен в том, как он пытается справиться с такого рода проблемами. И, наконец, мы рассмотрим пару особенностей GitHub, которые могут быть весьма полезны, когда вы начнете работать над более крупными проектами, в которых много разных движущихся частей, первая из которых — разветвление репозитория GitHub. Так что давай зайдем в репозиторий GitHub и посмотрим, например, на репозиторий GitHub для Bootstrap. Итак, Bootstrap — библиотека C, которую мы рассматривали в прошлый раз. Это библиотека, которая дает нам легкий доступ к целой куче различных функций C. И все это с открытым исходным кодом, что означает, весь код для начальной загрузки общедоступен для любого, кто может посмотреть, и, что более важно, для любого, кто может внести свой вклад. Что над всем Bootstrap работает не один человек, а репозиторий, управляемый сообществом, над которым могут работать многие люди. Добавляя новые функции и внося исправления в код Bootstrap, а также сотрудничая над ними, используя преимущества возможностей JIT. И поэтому, если вы найдете репозиторий JIT, в который вы хотели бы внести свой вклад, или если вы хотите, чтобы другие люди могли внести свой вклад в ваш репозиторий, одна вещь, которую вы можете сделать, это разветвить этот репозиторий и разветвить. Мы имеем в виду создание собственной копии оригинального хранилища. Вот здесь, в правом верхнем углу страницы GitHub, есть кнопка, называемая Fork. И мы видим, что прямо сейчас около 68 тысяч человек уже разветвили репозиторий Bootstrap, сделали копию репозитория в свою собственную учетную запись GitHub. И таким образом мы могли бы сами разветвить его, просто нажав на эту кнопку, называемую разветвлением, а затем получить нашу собственную версию репозитория, которую мы затем можем клонировать, а также нажимать и извлекать из нее. Причина, по которой мы могли бы это сделать, заключается в том, что репозиторий Bootstrap, хотя является общедоступным, не позволяет никому просто нажимать на него. Это было бы, вероятно,
вероятно, небезопасно, если бы кто-нибудь в мире мог просто обновить мастер-код Bootstrap, но что вы можете сделать, так это скопировать код, сделать его форком, внести в него изменения самостоятельно, нажимать и нажимать на него. А затем, когда ты почувствуешь, что внес вклад, который хотел бы отправить обратно в Bootstrap, ты можешь открыть так называемый запрос на извлечение, в котором ты запрашиваешь, чтобы твой код был перенесен в код Bootstrap. А мы можем посмотреть, например, на вкладку запроса на вытягивание Bootstrap. Похоже, что прямо сейчас там 71 открытый запрос на вытягивание. Есть 71 человек, которые внесли некоторые исправления или изменения в код начальной загрузки. И вы можете отправить запрос на извлечение, чтобы сказать, что вы хотели бы принять эти изменения и объединить их обратно с кодом начальной загрузки. Реальный код и люди, которые поддерживают код Bootstrap в этом конкретном репозитории, могут просматривать эти запросы на извлечение, предоставлять обратную связь, запрашивать дополнительные изменения, а затем, когда все будут удовлетворены, они могут объединить эти изменения в фактический код Bootstrap. И это одно из ключевых преимуществ программного обеспечения с открытым исходным кодом, возможность для нескольких людей работать над одним и тем же фрагментом кода, а также для сообщества иметь возможность сотрудничать в поиске ошибок. О том, чтобы выяснить, какие изменения нужно внести, о том, как улучшить существующее хранилище и сделать его лучше в будущем. И последнее, что стоит отметить в GitHub, это дополнительная функция, известная как страницы GitHub. GitHub Pages — это бесплатный способ, который предоставляет GitHub, позволяющий быстро создать веб-сайт с HTML/C и, возможно, даже с небольшим количеством JavaScript, и развернуть его в интернете, чтобы любой мог посмотреть. И любой, у кого есть учетная запись на GitHub, может бесплатно создать веб-сайт GitHub Pages. И для этого мы можем продемонстрировать это прямо сейчас. Все, что вам нужно сделать в GitHub, это создать новый репозиторий, который мы назовем. Обычно это должно быть ваше имя пользователя GitHub. IO — это обычное название вашего сайта GitHub Pages, хотя у него могут быть и другие названия. Тебе просто придется вручную включать страницы GitHub. И мы прямо сейчас создадим этот репозиторий. Если ты создашь репозиторий GitHub под своим именем пользователя GitHub, IO, он автоматически будет поддерживать страницы GitHub. И это означает, что я могу взять этот URL-адрес и клонировать его. Так что я могу сказать git-clone, за которым следует этот URL. Я клонировал пустой репозиторий, но я могу зайти в этот репозиторий и добавить в него несколько файлов. Я могу сказать «давай добавим», по умолчанию это называется индекс HTML файл, и я создам HTML файл. Это мой сайт. И в его тексте будет просто написано: это мой веб-сайт GitHub Pages. Значит, что-то в этом роде, что-то простое. Но это, конечно, может быть сложнее, если ты этого захочешь. Внутри моего терминала я добавлю это индекс HTML, подайте файл, и я сделаю коммит. И часто при первом коммите ты просто пишешь в сообщении о фиксации первый коммит, чтобы мы знали, что это был первый коммит, а затем я отправляю эти изменения на GitHub прямо сейчас. Так что если ты отправишь свои изменения в хранилище, называемое твоим именем пользователя GitHub IO, то если вы взглянете на настройки и прокрутите страницу вниз, то увидите, что страницы GitHub по умолчанию готовы к публикации. А теперь, если я нажму на этот URL-адрес, мое имя пользователя GitHub IO, вы увидите развернутым в интернете, таким образом, что любой желающий может перейти по этому URL-адресу и увидеть его. Они увидят большой заголовок с надписью «Это веб-сайт моей страницы на GitHub», потому что именно так браузер отображает HTML-код, который я отправил в свой репозиторий страниц на GitHub. И преимущество этого в том, что теперь очень легко иметь возможность быстро обновлять свой веб-сайт. Все, что мне нужно сделать, это если я внесу новые изменения, я могу зафиксировать это изменение, отправить это изменение на GitHub. И когда GitHub обнаружит, что я внес изменения в свой репозиторий страниц GitHub, он обновит мой веб-сайт, к которому любой человек в мире сможет получить доступ, перейдя под моим именем пользователя GitHub IO. И это позволяет вам использовать все эти функции Git, возможность ветвления, возможность работать с различными функциями вашей веб-страницы в разное время, а также возвращаться к разным версиям кода. В целом Git предоставил нам ряд очень мощных инструментов, которые теперь дают нам возможность очень быстро и очень легко отслеживать любые изменения, которые мы вносим в код. Отслеживай, когда обновляется фрагмент кода, и быстро возвращайся назад и просматривай старые версии этого кода, если это необходимо. И в частности, это дало нам возможность взять наш код и работать над ним вместе с другими людьми, чтобы мы могли работать мальчик. Мы работаем над несколькими частями одного и того же проекта. И кто-то другой, работающий над одним и тем же проектом, также может работать над несколькими частями одного и того же проекта в разных ветвях.
ветвях. И тогда очень легко синхронизировать наши изменения, чтобы работать вместе. И поэтому JIT очень популярный инструмент, используемый не только в мире веб-программирования, но особенно всякий раз, когда речь идет о каком-либо крупном проекте, где несколько человек могут работать над одним и тем же одновременно, JIT будет это делать. Позволь нам легче разрабатывать наши веб-приложения в течение этого семестра. В следующий раз мы рассмотрим Python, который является одним из первых языков программирования, который мы будем использовать, продолжая наш путь к созданию более сложных веб-приложений. Тогда увидимся.